Можно ли заблудиться в кактусах? Существует ли песок из гипса? Рисунки на скалах – это послание внеземных цивилизаций? На эти и другие вопросы мы ответим в нашем фильме о путешествии по Аризоне и Нью-Мексико. Как театр начинается с вешалки, так и каждое наше путешествие начинается с первых кадров, снятых в зоне отлета. Это так называемая разминка, во время которой мы перестраиваемся на новый отпускной режим жизни, придумываем название путешествию, проверяем фокус дорожной камеры и медитируем на то, чтобы погода сопутствовала во все дни отпуска. Я жду с нетерпением наших большущих солнечных кактусов, которые, наверное, скорее всего, нас тоже так же ждут. Мы так давно там не были. Действительно, гигантские кактусы сагуара мы впервые увидели лет 10 назад, когда только начинали свои поездки по Америке, и были очень впечатлены. Самое красивое время для того, чтобы любоваться этими колючими гигантами, это конец апреля, начало мая, когда кактусы покрываются цветами. В этот раз мы спланировали поездку так, чтобы своими глазами увидеть, наконец, феерию цветущих колючих гигантов. Мы заходим! Are going to the tubes on both sides. Hello, can allow watch on an automatic in water. Never eat the event inside the Наш вояж начинался в городе Альбукерке, штата Нью-Мексико. Первое, что мы сделали, арендовали машину. В этот раз выбор пал на Recreation Vehicle, то есть так называемый дом на колесах. Такое транспортное средство позволяет экономить время и деньги, потому что внутри машины все выглядит как мини-отель. Тут и диван, и раковина, шкафчики, полочки, столик для еды, холодильник и много чего другого. Все это на колесах. На самом деле мы уже сидим за рулем этого совершенно замечательного, необычного recreational vehicle или вена, в котором мы едем. Перед нами панорама Альбукерк или Альбукерки, как они тут все называют. И действительно его очень любят, и мы уже его сразу полюбили, это совершенно 100%. Ага. То есть нам надо сейчас повернуть на 25-ю дорогу, которая нас поведет уже в то место, куда мы сейчас направляемся. Направляемся мы в парк Сагуаро. И парк Сагуаро, он находится в Аризоне. Это наша практически будет самая южная точка, где сейчас начинают цвести кактусы Сагуаро. По дороге к парку Сагуаро мы заехали в заповедник Боски дель Апаче, который находится в часе езды от Альбукерки.
Название этого приюта птиц в переводе с испанского означает «леса Апачей», в честь индейцев племени Апачей, которые когда-то населяли эти земли. Основан этот птичий заповедник в 1939 году для защиты перелетных птиц, которые находятся под угрозой исчезновения. Боски дель Апачи является местом паломничества фотографов со всех уголков мира, потому что сюда на зимовку слетаются десятки тысяч редких видов журавлей, канадских гусей, куликов, множество хищных птиц. Здесь обнаружены тропические бороздоклювые ани, буроголовые лесные пастушки, цапли, ибисы. В общей сложности это место населяют 374 разнообразных видов птиц. В конце ноября в заповеднике проходит фестиваль журавлей. В эти дни огромное количество птиц начинает прибывать на место зимовки. Десятки тысяч журавлей взмывают небо рано на рассвете, и этот захватывающий миг привлекает любителей и профессионалов фотосъемки. К нашему сожалению, журавли и гуси, перезимовав, уже улетели в свои родные края. Здесь оставались лишь стаи белоголовых ибисов и некоторые виды цапель. Красота ибисов необыкновенная. Длинный изогнутый клюв, оперение играет на солнце красками, словно из дальних галактик. Наверное, поэтому в прошлом этих птиц безжалостно истребляли. К тому же применение пестицидов в сельском хозяйстве привело к резкому сокращению их популяции. Но, к счастью, в наши дни на территории США создано огромное количество подобных заповедных зон для исчезающих видов птиц, где они живут и выводят потомство, а охотиться здесь можно лишь при помощи фоторужей. Мы долго любовались стаями ибисов и цапель, которые, как по заказу, внезапно взмывали и кружились в своем небесном танце, словно позируя перед камерой. И вот мы уже снова в пути, оставив позади воздушно-танцевальные па, ибисов и цапель. Осталось несколько часов езды до первой серьезной остановки нашего маршрута. И вот мы здесь, в царстве колючих гигантов. Многие кактусы и кустарники облиты цветами, но некоторые только выпустили нежные бутоны, и со дня на день здесь ожидается бал цветов. И мы находимся в единственном на планете месте, где произрастает кактусовый лес. И я не оговорился, этот лес состоит из кактусов. Это самые величественные, самые большие на этой планете кактусы, размер которых выше телеграфных столбов. – 20 апреля. Погода совершенно чудная и для съемок, и вообще для того, чтобы почувствовать этот рай, который для кактусов, наверное, ощутим гораздо значительнее. Здесь абсолютно все по-другому. Нулевая влажность, синее небо и аромат цветения, именно цветения кактусов, в который мы совершенно специально приехали так далеко, с далекого, холодного, промозглого, абсолютно не солнечного Нью-Йорка. Оставив машину на парковке, мы отправились в первый пешеходный трейл, чтобы поближе познакомиться с уникальными представителями местной флоры.
Уникальность кактусов сагуаро, по-научному Carnegie гигантская, в том, что они являются реликтовыми растениями и эндемиками пустыни Сонора. Для справки, эндемики – это представители флоры или фауны, которые обитают на небольшой ограниченной площади и больше нигде. Кактус представляет собой огромную колонну, густо усыпанную мощными колючками. Его ствол способен накапливать сотни галлонов воды про запас во время коротких периодов муссонных дождей. При полной загрузке водой один кактус сагуаро может весить тонну, а то и больше. Растут сагуаро очень медленно, до 30 лет всего пару метров в высоту. После этого детского возраста кактусы начинают интенсивно прибавлять в росте по паре сантиметров в неделю. Первые ветки или отростки, кстати, лично для меня чем-то похожие на руки, появляются у них лишь 50 лет, а то и после 70. Общая продолжительность жизни кактусов сагуаро составляет в среднем 250 лет, но ученые предполагают, что они могут жить и значительно дольше. Высота сагуаро поразительна для глаз, привыкших к маленькому колючему шарику в горшочке возле компьютерного экрана. Средняя высота от 15 метров и выше. Некоторые из них вырастают до 25 метров. Это на минуточку высота пятиэтажного дома. Ареал распространения сагуаро не очень широк. Это пустыня Сонора, которая тянется от Аризоны до Мексики и захватывает некоторые части юга Калифорнии. Благодаря буйной растительности пустыню Сонора пустыней назвать-то сложно. Здесь произрастают не только гиганты сагуаро, но и 2000 видов других растений, из них 50 видов кактусов. Так что здесь вполне возможно заблудиться, потеряв направление среди густых зарослей кустарников. А еще эту зеленую пустыню, которую язык не поворачивается назвать пустыней, населяют всевозможные виды животных и птиц. Койоты, лисы, рыси, дятлы, совы, естественно, гремучие змеи и всевозможные виды ящериц. Чудный экземплярчик фантастической раскраски встретился нам по пути. Мы битый час гонялись по кустам за Джилой Монстер, ядовитой ящерицей. Правда, в тот момент мы еще не знали, что ее укус ядовитый, хорошо, что не смертельный. Фотоохота – занятие азартное, не замечаешь ничего, ни колючек, царапающих руки и ноги, ни палящего солнца над головой, ни факта, что чудовище может цапнуть за ногу. Результатом погони стало чудесное видео, которое вы сейчас смотрите, и миллион тонких колючек, вонзившихся мне в штаны. Пришлось выдергивать их пинцетом. Операция прошла успешно. Судя по информации на стендах, здесь водятся также скорпионы и разные змеи. К счастью, в тот день мы их не повстречали. Кактусы сагуаро служат не только вместилищами воды, но и являются местом жительства птиц, а то и животных. Если внимательно присмотреться, то на старых гигантах видны дупла. Как правило, их выдалбливают дятлы. После того, как птицы выращивают своих детенышей, гнезда становятся убежищем и гостиницей для других животных, включая сов, мухоловок, ястребов, зябликов, воробьев и так далее.
мы приехали сюда немножечко раньше, чем весь этот лес полностью зацветет. Он уже начал цвести, но основное цветение этого леса будет примерно в середине мая. Цвести и плодоносить зеленые гиганты начинают в возрасте 50-60 лет. Это феерическое зрелище. Макушка гигантов осыпана белоснежными цветами. В сезон растения выпускают иногда до 100 цветов. Они открывают свои лепестки ближе к вечеру и ночью, и на запах медового нектара слетаются не только насекомые и птицы, а даже летучие мыши. В начале осени на месте цветов появляются сочные плоды. Индейцы племени Тохона с давних времен используют их для приготовления джемов, сиропов и даже для церемониального вина. Глядя издалека на это зеленое войско, понимаешь, что природа подарила сагуару причудливые формы. Здесь, в этом лесу, есть, как говорится, где фантазии разгуляться. Некоторые экземпляры похожи на осьминогов, некоторые на канделябры, но в основном, на мой взгляд, на человеческие фигурки с поднятыми руками. Не зря у местных индейских племен существуют легенды, что когда-то, тысячи лет назад, сагуара был человеком. Кактус сагуара стал символом американского Запада и часто используется в качестве эмблем в рекламных роликах и логотипах. Внутреннее его значение выражается в идее стоять высоко, приспосабливаться к окружающей среде и обеспечивать убежище и питание для других. Как не хотелось нам еще бродить по этой зеленой пустыне и затеряться в чащобе кактусового леса, но время двигаться вперед. Нас ждут белые пески Нью-Мексико. Ready to go. Добираться к белым пескам мы решили через штат Техас, где дорога плотно прижималась к границе с Мексикой. Такой крюк занимал примерно 6 часов езды, но нам было интересно исследовать приграничную зону. Штат Одинокой Звезды встретил нас огромными нефтеперерабатывающими заводами, мощными дорожными развязками и активным строительством хайвеев и мостов. Дорога несла нас через малюсенький приграничный городок Эль-Пасо, который в буквальном смысле слова примостился на границе. Как говорится в Википедии, в Эль-Пасо огромное количество художественных галерей, есть музеи, театры, зоопарк и много всяких исторических и архитектурных достопримечательностей, а также мощная военная база. В этот раз мы, ограниченные временем и планами, не останавливались для подробного изучения города, оставили до лучших времен на будущее. Мы долго ехали вдоль проволочной стены и линии разграничения, разглядывая Мексику, которой, казалось, можно было прикоснуться рукой. На выезде из Эль-Пасо мы остановились на смотровой площадке, чтобы с птичьего полета еще раз окинуть взглядом панораму города, гор и далекой Мексики.
И вот на горизонте показались белоснежные очертания дюн. Мы у цели. Первонаперво мы посетили визитор-центр или по-русски центр для посетителей. Именно здесь произошло наше первое знакомство с постройками в стиле Adobe, когда строительные блоки или кирпичи зданий сделаны из смеси глины, песка и соломы. В любом визитор-центре всегда можно передохнуть, взять карту парка и его лучших трейлов, узнать особенности местной флоры и фауны, купить приятные сувениры и окунуться в особенную атмосферу данной местности. А еще изучить следы животных, которые водятся в белых песках. Ну а теперь время открыть для себя все секреты необыкновенных белоснежных песков Нью-Мексико. Раскинулись белоснежные дюны в долине Тулароса на площади примерно 700 квадратных километров и на высоте 1185 метров над уровнем моря и является жемчужиной природных красот мирового уровня не только из-за цвета песка, но из-за его состава. В обычных пустынях песок состоит из кварца, но в белых песках Нью-Мексико это кристаллы гипса. Гипсовое поле дюн является крупнейшим в своем роде на Земле. Некоторые дюны достигают высоты до 18 метров. Ну и, конечно же, красота этого места притягивает туристов со всех концов мира. Здесь также окопался и Голливуд. Белые пески стали отличной площадкой для съемки вестернов и фантастических фильмов. Кстати, здесь снимались отдельные части трансформеров и даже фильм «Йога, разума и тела». После очаровательной поездки сквозь белоснежные дюны нам захотелось пройтись. Ну вот, мы в белых песках, и мы идем в первый трейл, который всего 1 час и чуть больше мили. Выбрали короткий трейл, пешеходный маршрут, и направились в самую что ни на есть гущу белых песков. Казалось, что может выжить там, где нет практически растительности, а значит тени и воды. Но, как оказалось, пустыню населяет 800 видов разных животных и птиц. Тут и песчаные волки, койоты, лисы, ящерицы, зайцы, рыси, барсуки, а также разные виды змей, насекомых и птиц. Естественно, вся эта живность тщательно прячется днем от палящего солнца и надоедливых туристов. Среди растений здесь особенно выделяется юка, чем-то похожая на пальму, но относится она к семейству агавовых. Местные жители используют стебли юки для декоративного плетения. Волокна юки добавляют даже к хлопку для изготовления джинсовой ткани. Во время цветения юка выбрасывает так называемую стрелу длиной в метр, на которой распускаются огромные белые цветы. Таким образом, растение приспособилось к жизни в пустыне, когда от сильного ветра двигаются дюны. И часто, так сказать, нижний этаж юки уходит в песок, но а цветы все равно остаются на поверхности. Но все-таки, как же получилось так, что здесь, в Нью-Мексико, оказались самые большие залежи гипсового песка под открытым небом? Прогулявшись по специальному бордвоку, нам удалось вкратце изучить историю этого места. Примерно 100 миллионов лет назад, во время мелового периода, здесь плескалось море. Со временем море превратилось в несколько озер, которые пересохли. На поверхности осталась соль и селенит, который и является одной из разновидностей гипса.
Далее здесь формировались горы. Ветер и вода делали свое дело, выдували и вымывали селенит из горных пород и выносили его в долину. Так и образовалась эта необыкновенная пустыня с белыми дюнами из гипса. После белоснежного великолепия нам захотелось ярких красок и городской суеты. Город Санта-Фе как раз и стал таким живописным лоскутом в конве нашего путешествия. Здесь мы снова окунулись в мир построек в стиле Adobe. Оранжево-терракотового цвета, в которых нет четких линий и острых углов, а сам силуэт зданий словно оплывает, как тающая свеча. Такая архитектура известна еще с древних времен, когда строительные блоки или кирпичи зданий делались из смеси глины, соломы и воды. В народе их еще называют саман. Из самана строились дома в Древнем Вавилоне, Йемене, и даже Великая Китайская стена включает в себя блоки кирпичей Adobe. Домики из самана очень популярны в определенных климатических зонах, потому что днем в жару они накапливают тепло, а ночью, когда температура резко падает, в доме сохраняется комфортная температура. Ну а смотреть на эти оранжевые постройки просто наслаждение. Санта-Фе – это столица штата Нью-Мексико, и название города в переводе с испанского означает «святая вера». Санта-Фе является одним из самых старейших и культурологических городов США. Вот это здание базилики имени Святого Франциска считается изюминкой архитектурного искусства. Здание было спроектировано в стиле романского возрождения с характерными арками, колоннами и мозаичными окнами. Собор построен в середине XVIII века на месте церкви, разрушенной в XVI веке, и назван в честь покровителя города Франциска Азийского. Сочетание строгих линий базилики и плывущих очертаний домиков Adobe создают неповторимую атмосферу гармонии и красоты. Центр города просто нашпигован историческими зданиями, художественными галереями и арт-рынками. На 80 тысяч жителей приходится 250 галерей и 20 музеев. И, конечно же, все это великолепие невозможно обойти за один день. Но мы все-таки попытались хоть немного в течение одного дня обойти самые значимые места старого города, почувствовать его атмосферу. Действительно, на каждом шагу, если не музей, так галереи или рыночные прилавки под открытым небом.
Именно поэтому ЮНЕСКО включила Санта-Фе в список самых творческих городов. Трудно не согласиться, глядя на витрины магазинов и прилавки художественных рынков. Яркие краски, изобилие национальных индейских орнаментов. Просто от всего этого великолепия разбегаются глаза. Чего здесь только нет. Украшений ручной работы, керамика, изделия из бисера и полудрагоценных камней, из серебра, изделия из кожи, одежда в национальном стиле. Всего не перечесть. Значительная часть местной культуры связана с 23 индейскими племенами. Наверное, поэтому у Санта-Фе есть второе название – City Different – другой или отличающийся от других. Именно в этом городе проходит самая престижная в мире художественная ярмарка народных промыслов, где ежегодно отмечается День коренных народов США. Одним словом, на колорит города повлияло сочетание мексиканской культуры и культуры индейских племен, проживающих на этих землях. Согласитесь, видя такое изобилие, очень трудно себе что-то подобрать. Хочется на память купить все безделушки, ну или хотя бы половину. Честно говоря, совсем не поняла, почему в каждой более-менее торговой точке висит такое количество красного перца. Отгоняют злых духов? Как вы думаете? Но еще в Санта-Фе буквально на каждой улице можно послушать прекрасную флейту. После такой насыщенной прогулки главное выбрать правильный ресторанчик. Мы с удовольствием отобедали в одном из местных заведений, взирая с высоты второго этажа на суету вечернего Санта-Фе. У нас оставалось еще пара дней до вылета из Альбукерки обратно домой, в Нью-Йорк. Увы, время путешествия всегда пролетает очень быстро, но все-таки у нас в планах оставались несколько интересных мест. Самым первым местом посещения в городе Альбукерке мы выбрали музей воздушных шаров Андерсона Абруца.
Приехали туда с самого раннего утра, прямо к открытию. И это того стоило. Во-первых, музей назван в честь двух друзей, уроженцев города Альбукерки, Бена Абруца и Макси Андерсона, которые основали в городе несколько воздухоплавательных центров. Но самое главное их достижение – это то, что в 1978 году они первые совершили безостановочный трансатлантический перелет ни много ни мало на воздушном шаре Double Eagle. Бен и Макси еще много раз покоряли воздушное пространство, перелетая на воздушном шаре с материка на материк, и получили множество международных наград и признания всех любителей полетов. Ну и во-вторых, в музее сосредоточено огромное количество информации, артефактов, экспонатов и материалов, связанных с историей всех видов воздухоплавания. Здесь также можно ознакомиться с траекториями всех самых известных полетов на воздушном шаре вокруг Земли. Город Альбукерке расположен на высоте 1490 метров над уровнем моря и считается одним из самых высокогорных городов США. Именно поэтому здесь каждый год в октябре проходит Всемирная фиеста воздушных шаров. Она длится 9 дней, и в эти дни в небо над городом взмывают от 600 до 700 и больше воздушных шаров. К сожалению, до фиесты было еще далеко. Ну а нам в тот день посчастливилось увидеть запуск небольших метеорологических воздушных шаров, которые демонстрировали работники музея для местных школьников. К слову, первые полеты на воздушном шаре были проведены братьями Монгольфье в Версале в 1733 году. Но и по сей день полеты на воздушных шарах будоражат умы людей. Не только смельчаков, как Андерсон и Абруза, которые, покоряясь извечному для человека любопытству, пытались облететь Землю на не совсем комфортном летательном аппарате, но и простых обывателей, которые готовы платить приличные деньги за то, чтобы с высоты птичьего полета увидеть местные красоты. В Альбукерке, естественно, существует множество компаний, которые предоставляют такие услуги. После посещения музея воздушных шаров у нас оставалось еще куча времени, и мы решили обследовать окрестности города. Наткнулись на парк петроглифов, где на скалах и камнях было найдено много непонятных изображений, и мы решили, так сказать, собственноручно проверить, являются ли наскальные рисунки посланиями из космоса, или это просто первые пробы доисторических художников. Судя по карте, заповедник оказался достаточно большим. Мы решили ограничиться прогулкой по короткому маршруту. Жара в тот день стояла лютая. Воздух просто дрожал от наплыва солнечной энергии. Ситуацию усугубляло отсутствие деревьев и кустов и, соответственно, прохладной тени. Но мы мужественно шли в разведку, стараясь не отклоняться от тропы, потому что на таком ярком солнышке любят греться гремучие змеи, о чем нас предупредили в начале трейла. Ландшафт напоминал место взрыва. Вдоль тропы хаотично лежали нагромождения черных валунов.
Как оказалось, это действительно так. 200 тысяч лет назад здесь произошло 6 извержений вулканов. Базальтовые породы вышли на поверхность и со временем, остыв, раскололись. За тысячи лет воздействия суровых условий пустыни на камнях появился так называемый лак пустыни, что позволило доисторическим художникам создавать свои первые наскальные шедевры. В этой местности до сих пор находится 5 спящих вулканов, так что если они проснутся, то мы уже здесь побывали и успели отснять видео. Долго ли, коротко велась наша тропка, и вот мы оказались в гуще наскальных рисунков. На изображениях можно узнать животных или людей, но некоторые совсем непонятны. Возможно, древние художники таки рисовали таинственных космических пришельцев. По подсчетам археологов, в парке петроглифов обнаружено 24 тысячи древних наскальных рисунков, созданные предками народов Пуэбло и ранними испанскими поселенцами. Наша прогулка завершилась на вершине холма, где с высоты мы любовались городом и силуэтами гор на фоне лазурного неба. Как оказалось, достопримечательности города Альбукерке еще не закончились. Рядом с городом находится горная вершина Сандия, где в 1966 году была построена уникальная канатная дорога. Естественно, мы решили прокатиться на ней. Тем более, что по длине одинарного пролета Сандия Пик трамвай 3-й в мире и самый длинный канатный трамвай в Америке. Каждый трамвай, а их 2 на линии, способен перевозить примерно 50 человек за один раз. Сама конструкция – это тип двустороннего реверсированного воздушного трамвая, что простым языком означает, когда один вагон поднимается на вершину, другой опускается вниз. Трамвай поднимается по крутому западному склону, самой высокой части Сандийских гор, от базовой высоты 1990 метров до верхней 3160 метров. У трамвая всего 2 опорные башни. Первая высотой 70 метров установлена на высоте 2137 метров над уровнем моря, и построена она с углом наклона 18 градусов. Вторая башня высотой 24 метра расположена в конце крутого отрога гор на высоте 2667 метров. Всю эту конструкцию собирали при помощи вертолетов. Ну а виды отсюда открываются просто фантастически. Виден весь Альбукерке и почти половина штата Нью-Мексико, конечно же, в хорошую погоду.
На вершине Санди огромное количество возможностей для круглогодичного отдыха. Пешие велосипедные прогулки летом и катание на горных лыжах зимой. Кстати, сооснователем горнолыжной компании стал уже известный нам Бен Абруццо, воздухоплаватель и участник трансатлантических перелетов на воздушном шаре. Возвращались мы обратно, когда солнце уже село, и перед нашими глазами сияли мерцающие огни Альбукерки. И вот наш последний день в городе Альбукерке. Прощальное прикосновение к шершавым теплым стенам домика в Адобе. Казалось, мы на минутку заскочим в близлежащий магазинчик сувениров, чтобы купить себе на память какую-нибудь безделушку. Но не тут-то было. Магазин внутри оказался похожим на музей. Полки ломились от количества керамических ваз, глиняных фигурок, расписных горшков. Глаза разбегались от многообразия узоров, орнаментов и красок. Создавалось впечатление, что здесь представлены образцы культурной жизни всех племен индейцев, населяющих этот регион. Хозяйка галереи, не поворачивается язык назвать все это великолепие магазином, подробно рассказала нам о том, какие орнаменты принадлежат тому или иному племени. У каждого свой стиль, свой внутренний смысл, заложенный в узорах. Оказалось, что основные цвета, которые используют индейцы, создавая любой орнамент, это черный, желтый, белый и красный, которые символизируют 4 направления, 4 времени года, священный путь солнца и людей. Расположение этих основных цветов различается в зависимости от обычаев племен. Но несколько символов являются общими для коренных американцев и олицетворяют семью, мир и силу. Например, круг с 4 людьми внутри символизирует семью, сломанная стрела символизирует мир, орел означает силу. Ну а потом мы попали в настоящую пещеру Аладдина. Знаете, столько украшений из золота, серебра и камней я не видела никогда в своей жизни. И все это ручная работа. Один из видов заработка у представителей любого племени – это изготовление украшений. Боже, какая же это красота! Бирюза, нефрит, яшма, кораллы, агаты, неимоверные формы, сочетания, браслеты, кольца, ожерелья – на любой вкус. Но нам повезло среди этого безумного великолепия найти недорогие, но очень памятные сувениры. Последние часы перед отлетом мы провели в старом городе Альбукерке, где в милых старинных глинобитных домиках расположились кафе, рестораны, галереи и магазины. История этого города началась в далеком 1706 году, когда испанский губернатор Нью-Мексико Франциско Куэрво де Валдес провозгласил основание виллы де Альбукерке. В наше время в этих исторических строениях сосредоточено более 100 магазинов и галерей. Здесь представлен широкий выбор искусства Юго-Запада, ювелирные изделия, скульптуры, картины, керамика и ткачество.
Ну и, как обычно, обилие сувенирных украшений от местных художников. Здесь на раскладках можно купить массу приятных фенечек значительно дешевле, чем в галереях. Особенной достопримечательностью является церковь Сан-Филиппо-де-Нери, построенная в 1706 году, год основания города. В очень дождливое лето 1792 года церковь рухнула, но местные жители отстроили на том самом месте новую ровно через год. Что интересно, ее стены сделаны из самана толщиной 5 футов. Это 1,5 метра толщина стен. В более поздние годы церковь неоднократно реконструировали, добавляя в ее внешний облик новые элементы и постройки. Когда-то здесь правили иезуиты, потом здесь существовал женский монастырь. Ну а в наши дни историческое здание Сан-Филиппо-де-Нери является украшением старого Альбукерке, действующей церковью и магнитом для туристов. На центральной площади города установлены копии горных гаубиц образца 1835 года. Это память об исторических баталиях гражданской и американо-мексиканских войн, проходивших в этих местах. Какое-то время в Альбукерке был форпост армии США, но со временем после строительства железной дороги сюда увеличился приток людей, стали открываться бизнесы, развивалось сельское хозяйство, строились современные здания. Старый город с его глинобитными домиками стал пустеть. Но в 40-х годах 20-го столетия местные жители стали менять свое отношение к историческим зданиям. Старый город присоединили к городу Альбукерке, и постепенно этот красочный оазис ярких домиков стал туристической достопримечательностью, обязательной к посещению. По старинному Альбукерке можно бродить часами, не надоедает. Глаза радуют обилие солнца, необычная архитектура, яркие пятна уютных узеньких тихих улочек, а еще особенная атмосфера медленно текущего времени и отсутствие суеты. Рано или поздно путешествие заканчивается, но на память остаются яркие впечатления и незабываемые воспоминания.